Здравствуйте, я Михаил Живец, продюсер проекта «Мир танков». Сегодня я вам расскажу о версии 9.6. Расскажите про изменение точности в 9.6. Одно из главных нововведений этой версии будет изменение распределения точки попадания в круге прицеливания. Иными словами, немного уменьшится точность попадания ровно в центр круга прицеливания, что позволит уменьшить количество попаданий с большим разбросом. То есть, когда танк едет, разворачивается, поворачивает башню, стреляет и попадает точно в круг прицеливания. Таких ситуаций должно стать намного меньше. Помимо этого, некоторое уменьшение точности уменьшит количество попаданий по уязвимым зонам танков. Таким образом, это повысит выживаемость на поле боя машин, которые имеют в целом неплохое бронирование, но также имеют набор уязвимых зон. Как изменится обзор у ПТ-САУ? Еще одним важным изменением стало уменьшение обзора у большого количества ПТ-САУ. В целом, по всем уровням техники мы привели обзор ПТ-САУ в среднем к этому уровню. То есть у нас теперь не будет ситуации, когда ПТ-САУ на низких уровнях будут иметь обзор почти как топовые машины на 9-10 уровне. ПТ-САУ станут более команднозависимыми и менее самодостаточными. Теперь им сложно будет самостоятельно стоять в кустах, светить, быть необнаруженными и стрелять еще по своему засвету. Какие изменения будут на картах и технике? Мы произвели небольшой ребаланс характеристик легких танков. Большинство этих машин были немного улучшены, и только два американских танка М41 и Т-37 были немножко понерфлены. Мы продолжаем работу над выравниванием микрорельефа на картах, и в этой версии мы затронули такие карты, как Редчер, Прохоровка и Степи. Какие еще изменения будут в 9.6? Будет добавлена возможность переобучения специальностей членов экипажа. В рамках одной нации можно будет переобучить члена экипажа на разные специальности. Например, командира на наводчика, заряжающего на радиста. В общем-то, возможно, будут любые комбинации. Еще один немаловажный момент. Воевать в укрепрайонах станет интереснее. Вводятся боевые расходники. Теперь в бою можно использовать артиллерийский удар или вызвать авиацию. Эффективность расходника зависит от уровня, но в любом случае его мощь может сильно помочь команде.